Всем привет, друзья! С вами снова Михаил Закусилов, и сегодня вас ждет обзор на мой походный фильтр Minivel L630, который был во всех моих походах больше 2 лет, которым я абсолютно доволен, обновил его на новый и продолжаю путешествовать с ним дальше. В этом обзоре мы посмотрим комплектацию фильтра, очистим грязную речную воду, ну и бонусом разрежем мой старый фильтр и посмотрим, из чего же он состоит. Но обо всем по порядку. Поехали! Фильтр поставляется в вот такой небольшой упаковке. Собственно, здесь находится сам фильтр, коннектор, позже покажу, как его использовать, зажим и силиконовый шланг длиной 60 сантиметров. Также есть инструкция, где вкратце показано, как можно использовать фильтр. Немного сухих цифр. Как заявляет сам производитель, фильтр способен очистить 99 и 999, в общем, там много девяток процентов всех вирусов и бактерий, которые находятся в воде. Вес этого фильтра всего 45 грамм. И, по-моему, на рынке это самый легкий и компактный фильтр, который только существует для туристов-походников. Корпус фильтра – это АБС пластик, а материал ультрафильтрационной мембраны – это медицинский силикон. И мы убедимся в этом в конце ролика, когда разрежем фильтр. А размер пор фильтра 0,1 микрон, а скорость очистки этого фильтра 600 мл в минуту. Фильтр рассчитан на очистку 2000 литров воды. Срок годности этого фильтра 5 лет, но с момента начала его использования 3 года. И я примерно посчитывал для себя, можно ориентироваться именно на второй срок, 3 года, потому что 2000 литров использовать, это только если вы будете еще и дома фильтровать воду из-под крана. Для того, чтобы воспользоваться фильтром, достаточно его накрутить на любую бутылку из магазина, диаметр резьбы которой 28 мм. Опять-таки ориентируйтесь на стрелку. Это вход грязной воды, здесь выходит чистая вода. И вот я взял речную воду. Собственно, она была более-менее прозрачная. Для наглядности я добавил сюда глину, землю. В общем, сами видите, вода очень грязная. Ну, это может быть источник даже в Карпатах, в горах после дождя. У нас есть 2 стакана с водой. Просто вот так вот накручиваем наш фильтр на бутылку. Все, готово. Можно пить прямо из фильтра, можно фильтровать в какую-то емкость. С этой стороны также имеется резьба, и мы можем, накрутив, ну, к примеру, еще на одну бутылку, у меня есть гибкая, фильтровать нашу воду прямо в другую бутылку. Но сейчас мы для наглядности профильтруем просто в стаканы. Более удобно делать, если накрутить с этой стороны все-таки гибкую бутылку. Она мягче, ее легче выдавливать. А здесь уже добавить бутылку 1,5 или 2-литровку для чистой воды. Ну и для наглядности давайте посмотрим, какая вода была изначально. Я думаю, друзья, разница просто очевидна. Конечно, для этого фильтра задача очень легкая — очистить воду от примесей. Что касается бактерий и вирусов, то производитель заявляет, что он способен очистить от кишечной палочки и прочих паразитов. Из своего личного опыта использования я стараюсь воду все же кипятить. Но в любом случае это лучше иметь такой фильтр и хоть как-то очистить воду, нежели вообще не иметь никакого фильтра. Это факт. Как ухаживать за этим фильтром? Вот несколько рекомендаций. Как часто нужно очищать этот фильтр? Собственно, вы почувствуете, что он стал пропускать воду не так интенсивно, и можете его очищать. Каким образом? С обратной стороны теперь, там, где выходит чистая вода, накручиваете бутылку и просто давите. Вода должна быть при этом чистой быть. Подойдет та, которая фильтр профильтровал.
в обратном направлении очищаете свой фильтр. Все, он готов к использованию. Как ухаживать за фильтром в период между походами? Производитель рекомендует его промыть легким раствором уксуса, просушить и хранить в прохладном месте, в холодильнике, к примеру. Но ни в коем случае не замораживайте. Сдается мне, что при этом фильтр может повредиться, мембрана порвется внутри, и тогда он выйдет из строя. Хочу добавить, что этот фильтр только для пресной воды, для морской воды он не подходит. Сейчас покажу вам, друзья, как можно фильтровать на большую группу людей, без того, чтобы отвлекаться и выдавливать воду из бутылки. Для этого у нас есть в комплекте вот такой вот набор. Коннектор. Для чего он нужен? Мы проделываем отверстие в любом пакете, в ведре, любой емкости. Вставляем коннектор. Здесь есть две силиконовые шайбы. Зажимаем. Надеваем нашу силиконовую трубку. Вставляем зажим. Подвешиваем нашу емкость за ветку, за что угодно, немного выше, чем бутылка, где будет чистая вода, и все. Набираем воду в емкость, занимаемся лагерем, фильтр сам работает без вас. Вот со скоростью около 600 мл в минуту, при условии, что он чистый, не забит. Ну что, давайте на практике попробуем, я вам покажу, как это выглядит. Как видите, вам не нужно отвлекаться на фильтрацию воды. Можете набрать полный пакет, заниматься своими делами. Чтобы остановить воду, нужно просто нажать зажим. Как и обещал, друзья, сейчас мы посмотрим, из чего состоит этот фильтр. Я взял свой старый походный фильтр, который ходил со мной больше 2 лет. В принципе, можно было еще пару походов сходить, но решил, что для этого обзора в самый раз его разрезать. Итак, взял болгарку и просто произвольно начал разрезать фильтр. Как видите на экране, разрезал очень удачно. Когда отрезал фильтр, увидел, что он состоит из той самой мембраны, которую обещал производитель. Дальше я развернул фильтр и разрезал с обратной стороны, в том месте, где уже выходит чистая вода. И был приятно удивлен, что фильтр в этом месте оказался чистым, не грязным. То есть до последнего он очищал воду, по крайней мере, от визуальных примесей, которые видно глазом. И вот, друзья, по итогу у меня что получилось. Вот в руках старый фильтр с мембраной. И сейчас, собственно говоря, чтобы вам было лучше видно, я вставлю крупным планом видео и фото, где вы сможете рассмотреть, из чего он состоит, как выглядит та часть, куда вода поступает и где уже выходит очищенная вода. Буду говорить не как эксперт по производству, а как потребитель, который просто видит и понимает, что происходит. Есть некая мембрана, торцы которой сведены в одну точку. Это здесь выход чистой воды. И чтобы вода проходила только через мембрану, полость между мембраной залита что-то подобное эпоксидкой, клеем, вот не знаю чем, каким-то силиконом. Все плотно залито, чтобы вода не проходила транзитом, а только через саму мембрану. Вот в разрезе это хорошо видно. Увеличение, я даже не знаю, сколько здесь увеличения, потому что это через макролинзу. Здесь практически микроскоп без малого. И вот хорошо видно сами мембраны, как на фото, так и на видео. В чем лично я убедился как потребитель после того, как разрезал его, что фильтр соответствует тем обещаниям, которым дал производитель. Внутри мембрана, она работает, это видно. Видно было визуально по воде, насколько очищает от вирусов и бактерий. Для этого нужен анализ. Возможно, в будущем я проведу такой анализ, мне самому интересно. Но на сегодня, вот по той стоимости, которая
есть у этого фильтра. Считаю, что это хороший фильтр, как подспорье в походе, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, что вы можете очистить воду из любого ручья более-менее чистого. Конечно, не нужно брать воду специально возле заводов, возле каких-то ферм. Старайтесь искать самую чистую воду и ее же очищать. Тогда вы можете ее спокойно пить. Итак, друзья, подведем небольшой итог. Кому же подойдет такой фильтр? Да, собственно говоря, всем. Как соло-походнику, так и с групповым походом он справится абсолютно. Из достоинств: легкий, компактный и доступный по цене. На сегодня стоимость его около 800 гривен. Ссылку на надежного продавца я оставлю в описании к этому ролику. Также его YouTube канал. Рекомендую, сам покупаю уже второй раз этот фильтр. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого фильтра, как фильтруете воду вы. С вами был Михаил Закусилов. Я не прощаюсь. До новых встреч.